Попробуем обмануть пистолет. Выявим какие-нибудь недостатки, какие у него есть достоинства. Привет, друзья! Скорее всего, по интро вы уже поняли, что у нас сегодня стрела М45 в никеле. Так, поговорим сегодня о днем бегло, разберем, соберем, постреляем на 5-10 метров, дальше не будем. И посмотрим, что он выдает. Пистолет абсолютно новый, ни разу не стрелянный. Сейчас разберем, посмотрим, что внутри, какие у него есть достоинства. И, может быть, в процессе стрельбы выявим какие-нибудь недостатки у данного аппарата. Сначала совершим его неполную разборку. Снимем магазин. Он снимается стандартно ПМовским способом. В комплекте идет один магазин. Возможно, позднее поменяю ручку на дозоровскую, чтобы снимать удобнее. Снимаем с предохранителя. Убеждаемся, что оружие не заряжено. Как всегда, стягиваем скобу вниз. И затвор на себя и вперед. Вот таким нехитрым способом. Ну, хотя ПМ, все вы знаете ПМ. Вот. И пружина. Пружина, говорят, слабая, но это на девятках. На этом я вижу, что он довольно-таки прочный. Почему выбор пал на этот пистолет? Видите, что ствол гладкий, без вмятин, без промятий и так далее. И самое важное, на что я рассчитываю и надеюсь, что это будет именно так, это его гладкий ствол внутри, и там один небольшой зуб. Сейчас попробуем с вами на просвет. Посмотрим внутрь ствола, если поймаем. И посмотрим, что там только один зубчик, практически ничему не мешает. И вот здесь, как видите, он гладкий. На старых моделях тут две вмятины и ствол как будто из фольги, страшно стрелять. Хотя есть вот у нас еще 80-ка, но мне кажется, через эти вмятины, когда он вылетает, половину своей энергии она теряет только на борьбу с этими преградами. Ну, мы еще ни разу не стреляли из этого оружия. Сейчас постреляем, посмотрим на его кучность, послушаем, как он гремит. Вообще, именно 45-й калибр, он по внешним своим проявлениям, не боевым, конечно, качеством, да, внешним проявлением, максимально близко имитирует именно боевой ПМ по... ну я же неправильно делаю все. Так, это сюда. Он имитирует именно звук выстрела боевого и отдачу максимально приближенную к боевому. Затвор на задержку встает штатно. Также снимается как ПМ. Завышенный целик, ну это, мне кажется, сейчас на всех пистолетах так. Вот. Мне кажется, что целик, вот, проем между ними очень большой и мушка очень маленькая. На затворе есть характерные насечки, которые позволяют как классическим способом, также вот здесь дергать, и не будет скользить, если будешь в перчатке, руки там влажные и так далее. Есть некоторые характерные вырезы на затворе, они сквозные. Мне почему-то кажется, что они псевдо-радиаторное охлаждение, потому что ну, тут ствол не должен перегреваться, да, это не автомат, не пулемет. Некоторые говорят, что якобы это для того, чтобы облегчить вес, что тоже, мне кажется, это просто какой-то миф. Пистолет тяжелый. Он реально, по ощущениям, он тяжелый. Сейчас посмотрим его массу по паспорту. Масса пистолета с магазином 730 грамм. Тут описание, как разбирается. Ну, разбирается он так же, как ПМ. Просто завод «Стрела» — это ребята, которые раньше работали в УМК, которые производили ПМ-17Т. Там у них были судебные разбирательства с Калашом, концерном Калашников. Я читал это в интернете, из средств массовой информации. Да. Суд они проиграли, что ПМ, как ПМ выглядит и права на его внешний вид, дизайн имеет концерн Калашников. Да. И ребята, создав себе новую компанию, внешний дизайн изменили, как я считаю, к лучшему изменили, да,
Но характеристики и в основном все механизмы, они остались схожими с ПМ. Что долго говорить, это у нас сегодня отстрел, поэтому пойдем и постреляем. Извлекаем магазин. Первыми постреляем техкримом. Сейчас объясню почему. Патроны массивные, гигантские, можно сказать. Заряжается легко. Такая гильза на нем. Не поленились, на каждой гильзе даже выгревку сделали. Вот. 4 патрона достаточно. Так, пока не будем ничего делать. Посмотрим, что он нам выдает. Показывает, что 80 джоулей. Масса шара 1,52. Пойдем на дистанцию 5 метров и попробуем пострелять сейчас на 5 метров. Стреляю по первой мишени. Посмотрим, как будет. Стреляю прямо в центр. Прям в центр и попал, хорошо. Штатно встает на затворную задержку. Приятная отдача. На ощупь реально действительно приятно. Чувствую, что это как бы оружие. Вот здесь очень острая грань. Не знаю, камера передает или нет. Действительно, здесь очень остро. Вот если нажимаешь, а потом на палец. Здесь очень остро. Прям сколько раз нажимаешь, только и следа остается. Не знаю, если резко как-то там сделать, можно и пораниться. А так лежит в руке хорошо. Так, это у нас 5 метров. Техкрим. Ну, особо не целись. Это был номер... Вот, не вот этот первый выстрел был. Это второй, это третий, это четвертый. Вот. Это 5 метров. Ну, я вообще не целюсь, просто стреляю. Я хочу смотреть, как он стреляет. Сейчас также постреляем на 10 метров. Также техкрим. Сейчас зарядим штук 4. Но постреляем уже на 10 метров. Посмотрим с 10 метров, как будет. Также бегло, особо не прицеливаясь. Просто посмотрим, нет ли утыков, затыков, задержек. Все работает штатно. Пока все тугое, но я думаю, это все разработается. Вот это одно попадание, другое, третье. И здесь, скорее всего, у нас задвоено. Ну да, больше других пробоин нет. И получается, что вот так вот 10 метров. Так, 10 метров. Техкрим. Вот сюда. Посмотрим другие патроны. А на третьей мишени уже постараемся более прицельно стрелять. Сейчас постреляем вот этими патронами. Посмотрим, кто они такие. Производителя найдем сейчас. А это Фортуна. Фортуна, и он обещает нам сколько-то. Где он? Сколько джоулей? А, вон снизу. Обещает 85 джоулей. И масса шара на 0,20 грамм тяжелее здесь. Коробки такие маленькие, как от бюджетных каких-то медицинских препаратов. Вот. И гильзочка такая бедноватая. Надеюсь, это не будет причиной каких-то затыков. Так, ну спускайся. Как говорил магазин, был один в комплекте. Почему-то он не хочет заряжаться. Патрон застрял внутри, не поднимается вверх. Но я думаю, это из-за новизны. Не, или из-за гильзы. Может быть, она не такого размера. Вот гильза застревает почему-то. Давай его извлечем. Хотя я думаю, они все одинаковые.
Попробуем заново. Раз. Легко залез. 2. С трудом залез. 3. Не идет никуда. Не заряжает эти патроны почему-то. А мы сейчас попробуем. Вот он опять застрял. Сейчас попробуем сделать вот так. Еще не выбил. Опять не выбил еще. Все, выбил. Попробуй-ка этими зарядить. Посмотрим, это у нас магазин почему-то деформировался, или это эти патроны такие счастливые, несчастные. Нет, это... А, сейчас полный магазин зарядим техкремом. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Он должен быть на... Хотя, может быть, он на 8. Нет, значит, магазин на 6 патронов. Заряжает. Посмотрим, будет ли теперь извлекаться. Магазин фигня. Но все говорят, что у него магазины такие себе. Но попробуем потом. Я сегодня не смог найти нигде других магазинов. Просто купить догонку. Все, не выходит. Будем стрелять как из одностволки, значит. Ну, не суть. Ну-ка, подожди-ка. Так. А он на затворку так и не встанет, чтобы зарядить. А извлечь не извлечем. Если, ребят, дорогие зрители, вы знаете, что это такое и как вы с этим справились, то напишите, пожалуйста, обязательно в комментариях, потому что сейчас буду идти за молотком. Эти же производителям из девятки стреляли из Грозы. Кто не смотрел, на канале есть Гроза, такой знаменитой фирмы, и всегда у него никогда не было проблем. Там вообще в стволе нет даже зубьев этих, да. У меня были утыкания. Стрелял из чешской малютки, тоже были утыкания. Вот когда гильза такая, этот производитель, не знаю, с чем это связано. Так, сейчас попробуем еще раз. Он не спускается, как будто эта гильза размером больше, чем магазин. Второй уже не хочет заряжаться. Вот я его нажимаю, он не идет. Будем стрелять по одному, потом разберемся. Пойдем на 5 метров, что делать? Стрелям разочек. И вот так 5 раз. Посмотрим хотя бы этот один раз. А он и не подает. Нет, он не подает. Он утопился и остался там. Гильза размером больше, чем магазин. Как так? Чудеса. Итак, дорогие подписчики, зрители и все те, кому не безразлична тема оружия, ответственно вам заявляю, что эти патроны размером больше, чем магазин. Кто из них накосячил, это уже история, либо эксплуатация ваша, моя, покажет. Потому что я собираюсь покупать другие магазины. В магазинах больше не было магазинов, извините за каламбур. В магазинах не было магазинов. Вот. Поэтому только его штатный один. Техкрем заряжает стандартно. По паспорту у них 6 патронов. 6 он заряжает. Сейчас попробую подряд быстро пострелять вообще. Так, еще можно один. Зарядим. Зарядим. Нет, зарядим. Зарядим. Техкрем вот лезет и ходит еще. Ходит. Ему есть где ходить. А тот один и застревает. Сейчас попробуем все 6. Постараться максимально кучно пострелять. Начнем это делать с 5 метров. Других патронов просто в магазине не было. Были 2 варианта. Я и купил 2 варианта. Пока техкрем, пока, не знаю, оправдывает себя. Стреляю по второй мишени. Затвор уже передергивается легче. Постараюсь стрелять и собрать все в головную часть мишени. Стреляю.
Мы все попали в головную часть мишени. Примерно так, как мы хотели. Это было 5 метров. Техкрим. Стрела М45. Сейчас попробую также более прицельно пострелять на 10 метров. По привычке хочу здесь снимать магазин. Привык к Зигзауэру, да, 226-му. Реально уже привычка. Из него я много стрелял. Все время хочу здесь снимать магазин. Надо дозор с крючку все-таки поставить вот так вот. А то все время хочу здесь снимать. Здесь непривычно мне. Так, сейчас зарядим и попробуем прицельно на 10 метров пострелять из техкрима, потому что у нас ничего уже нет. Посмотрим, что там выдаст. Также постреляю 6 выстрелов. Может быть, прицельно получится. Буду стрелять в грудную часть мишени. Но у нас мишень номер 2. Изрешеченная голова. Постараюсь прицельно. Но стреляет хорошо. Мне кучность нравится. Стрелял в центр, хотя. Есть еще. Все. Стрелял в центр. Первый попал влево-вниз. Все остальные опять же изрешетили голову. Вот. Ну, в принципе, неплохо, но надо бы попробовать переснять на третьей мишени, на абсолютно чистой мишени. Сейчас переснимем, где нет пробоин. Посмотрим из 10 метров, почему такой разброс. Ну, 5 метров устраивает, это травматическое оружие, да, больше 2 метров уже будешь в судах доказывать, что это была самооборона. Но 5 метров хорошо попадает. Сейчас на третьей мишени постреляем 10 метров, посмотрим. Давайте попробуем сейчас, зарядим несколько штук техкримом, чтобы магазин был не пустой. Попробуем обмануть пистолет, хотя, наверное, у нас не получится. И один верхний засунем тагой. Я надеюсь, что он из-за этого не застрянет теперь. Остальные-то патроны будут его держать. Посмотрим, дошлется или нет. На предохранителе. Нет, все равно не досылает. Если принудительно. Нет. Вон, если видно, донца гильзы он задевает. Вон донца гильзы. А нос спущен вниз. И он все равно не толкает его вперед. Не подает патрон. Фортуновский патрон 45 Рубер не подает. Стрела. Ну вот, видите? Не подает, он утапливается вниз. Не хочет, он просто размером больше. Либо он больше, либо магазин меньше. Надо вот так, опять же, просто дернуть вперед. Все, мы дернули вперед. С трудом сейчас мы его вытащим. Да, спецэффекты у нас поставлены на поток. Так, 3. Красота. Такие патрончики золотые, жалко даже стрелять. Третья мишень и 10 метров. Ну, и этот пистолет был приобретен именно для изнурительных многих долгих тренировок. Соответственно, я думаю, если это дело во мне, что я не могу собрать хорошую кучу на 10 метров, то это дело временное. Будем стрелять 5 патронами. Стреляю опять же в центр. Так. Поторопился. Сорвал. Мне так нравится. Верхний, я знаю, что я торопился. Ну, крайне левый, в принципе, да, мог и сорвать. Но те 3 говорят о том, что этот пистолет может стрелять. Стрелок мажет, да, то есть относительно кучность тех 3 выстрелов говорит, что этот пистолет может стрелять. Нужно из него просто уметь стрелять. А это уже навыки, которые нужно обретать не только мне, но и всем вам, дорогие зрители, те, которые
стреляют и либо приобретают травматическое оружие, да, имейте в виду, что наличие у вас оружия — это еще не гарантия вашей безопасности, вы ей еще должны уметь пользоваться. Потому что иногда, порой достаточно злоумышленнику, чтобы именно у вас было оружие, а не у него, если он обладает какими-то навыками, а вы нет. Поэтому, если приобретаете, это не мебель, это не вещь, не нужно хранить дома, либо бравировать его, что он у вас есть. Нужно учиться еще им пользоваться. Опять же, забываю, что есть предохранитель, потому что на зиге нету. И все время дергаю затвор на предохранителе. Та же дело привычки. Вот, я сейчас попробую просто от бедра, не целясь, попасть в 4-ю мишень. Посмотрим, попаду или нет. Не попал. Опять занизил, не попал. Это куда-то попал. Куда попадаю, не вижу. Мне кажется, все вниз пошло. Да, мне кажется, все пошло вниз. Нету ни одной пробоины. Снимем с предохранителя. И попробуем попасть так. О, тут попали, да. Так, кстати, гораздо сложнее стрелять. Так непривычно, а порой придется так и стрелять. Итак, дорогие друзья, это был канал Цена вопроса. Новое приобретение. М45 от Стрелы. Стреляет хорошо, мне нравится. Осталось загадкой, фортуновские патроны либо магазин, но этот вопрос мы решим. Обязательно купим другой магазин, найдем другие виды патронов и сравним с ними. Пишите в комментариях, кто знает, с чем это было связано, потому что первый раз стреляем абсолютно новое оружие. Это был комбинированный М45. А я прощаюсь с вами. До скорых встреч.